Привет, друзья! С вами Дмитрий Арбузов. Сегодня я вам расскажу об острове Пасхи, почему я туда поехал и что я там открыл. Как известно, остров Пасхи привлекает путешественников со всего мира, и это недаром. С одной стороны, этот остров ничем не отличается от большинства других, и даже хуже. Но я имею в виду природные особенности. То есть он довольно пустынен, он жаркий, на нем мало растительности. Но в то же время это единственное на планете место, затерянное, причем далеко-далеко в Тихом океане, где вы можете увидеть вот эти вот гигантские статуи. И это и является главной достопримечательностью, почему, собственно, и причиной, почему туристы туда едут. Также надо сказать, что эти статуи существуют на острове Пасхи и еще только в одном месте на планете. Это в Египте, что делает место еще более интересным и загадочным. А на самом деле, если вы просто хотите отдохнуть и посмотреть природу, то остров Пасхи не подходит для этой цели. Лучше всего ехать в какой-нибудь тропический, более-менее дикий остров, вроде острова Кокос, или поехать на Галапагосы. А Пасхи, они очень сильно освоены, все сделано для туристов. Если вы хотите посмотреть остров Пасхи, то рассчитывайте на именно это впечатление. И как бы вам не разочароваться, что вот я приехал и ничего не увидел интересного. Есть такой синдром парижанина, когда человек мечтает о Париже, приезжает туда и разочаровывается. Вот приблизительно с островом Пасхи может быть то же самое. Единственное, что всегда будет привлекать, это все-таки море, кое-какие виды на океан, заброшенность в океане. И вот эти вот моменты плюс статуи, они, конечно, являются самыми притягательными для туристов. Но я сегодня не буду вам говорить об истории острова Пасхи, о его географических особенностях более чем. Уже сказал, потому что когда я поехал на остров Пасхи, у меня было представление из книг Тура Хейердала, что такое островок, и Милослава Сингла. В итоге я сделал открытие определенного рода, что это была часть мировой религии. Причем есть тому прям доскональные свидетельства, о чем я вам расскажу, в общем-то, в этой лекции. Начнем. Остров Пасхи, зачем ехать? Я пойду потихоньку по описаниям, которые я уже сделал в своем блоге ardmlifejournal.com. Но буду дополнять, естественно, своими сегодняшними уже размышлениями, так сказать, постфактум, который прошел после этой поездки. И, в общем-то, открою для вас таинственный мир острова Пасхи досконально. Это общее оглавление по острову Пасхи. Описание в блоге последовательно вы можете прочесть. Я сейчас буду это озвучивать. В процессе озвучки я дополню, расширю эти версии и сделаю общие выводы. Итак, это была вводная часть, остров Пасхи, общее впечатление. А теперь я потихонечку пойду по тексту. Вот я тут рассказываю как раз, почему остров так популярен, что, в общем-то, он похож на многие другие тропические острова, и даже хуже, чем похож. Пляжей там немного, воды мало. Есть острова более живописные, там Мальдивы, коралловые рифы, дайвинг, а здесь это всего нет. И сюда, в то же время, люди сюда стремятся по некой старой родовой памяти, о чем я тоже скажу обязательно в этой лекции. И, собственно, почему, все-таки отвечу на вопрос, каждому уважающему себя путешественнику нужно ехать на остров Пасхи. Начнем мы с карты. Вот общая карта острова, протяженность его около 30 километров. В основном он безлесный, лес есть только в районе Хангарова, вот здесь. Лес есть в районе Маунга-Теривака, самой высокой точки острова. Изначально, когда вы выходите из аэропорта, вам сразу пытаются втюхать билет. Его покупать не нужно, нужно сделать вид, что ты прошел очередь и купил, и дальше отправиться по острову самостоятельно. И как попадать на самые главные достопримечательности, я вам расскажу подробно
и в этой лекции. Также вы можете прочесть у меня в блоге. Главный город на острове, если можно город это назвать городом, деревня Хангароа. Здесь же рядом неподалеку находится первая достопримечательность. Это вулкан Рана-Кау. Вот он. Там же на склоне кальдеры этого вулкана находится деревня домов Аронга. Это деревня, я так предполагаю, Келий. А вторая достопримечательность, которая особо посещаема туристами, это вулкан Рана-Рарака. Он находится в другой части острова, на юго-востоке. И здесь же рядом находится Тангарики. Это группа ли Тангарики, группа Моаи, самых красивых, самых живописных на фоне Тихого океана. Туда вы можете добраться по дороге. Две дороги идут из Хангароа, кроме основной дороги в аэропорт. Аэропорт, собственно, вот. Одна дорога идет южным побережьем, она через разные Моаи проезжает и как раз приезжает вот в Тангарики. И здесь же перед Тангарики поворот на Рана-Рарака. И этой же дороге вы можете сделать круг, доехать до пляжа Анакена и оттуда другой дорогой через центр острова вернуться в Хангароа. Весь этот маршрут у вас займет полдня минимум. Плюс еще полдня вы можете успеть на Аронга. То есть минимум один день на острове вам придется оставить. Статуи раскиданы по всему острову. В основном они расположены по побережьям. Пляжей на острове почти нет. Это вулканический остров. Поэтому если вы хотите купаться, у вас есть пляж только в Хангароа. Пляж будет вот здесь, вот в Анакене, самый посещаемый пляж дальний. И тут же перед Анакеной, вот здесь, тоже есть небольшой пляж. Полуостров Пойки — это самый отдаленный и ненаселенный. Больше населенных пунктов, кроме Хангароа, на острове нет. Итак, вот такую карту нам предлагает National Geographic. Мы можем посмотреть, как этот остров выглядит сегодня. Он довольно скалистый. Но в то же время вот это вот побережье, оно не выглядит вот так вот страшно, как это здесь показано. На самом деле это не Туруп какой-нибудь, где я лазил, где вообще черт ногу сломает, как говорится. Здесь везде дорожки, потому что до последнего времени, буквально середины 20 века, остров переживал колониальную зависимость. И в течение нескольких сотен лет здесь развивалось животноводство, и, конечно, ландшафт острова был сильно изменен за этот период, с момента открытия острова в 18 веке. Начнем. Значит, здесь есть несколько моментов вводных, которые говорят нам о том, почему на остров Пасхи обязательно надо поехать. Когда я подготавливал этот материал, читал Википедию, книги разного характера и свои впечатления из прошлых знаний, пытался все это связать, то я обнаружил вот несколько таких связующих моментов, которые объясняют, почему остров Пасхи так притягателен. Значит, первое. К сегодняшнему дню на острове обнаружено около 1100 статуй, которые именуются Моаи. Самая большая статуя высотой с пятиэтажное здание приблизительно. Это около 100 тонн. Найдены дороги, но не найдено никаких следов вьючных животных или колес. Моаи рассредоточены по периметру всего острова, то есть в основном по береговой линии. В том числе они находятся на полуострове Пойке, старые статуи. Немного их есть в районе Рана-Као, но в основном на южном побережье они сосредоточены в большом количестве, поэтому есть смысл говорить, что инская кладка Винапу была первой на этом острове, и с этого началась застройка. Также, конечно, северная часть острова тоже полна статуй. Но до сих пор не определено, как статуи перемещали, потому что следов почти не обнаружено. Поставлен эксперимент с 10-тонной статуей, протащенной плашмя на полозьях и катках. Это работает, но не более 10 тонн. И другой эксперимент поставлен, это раскачивая веревками статую также в несколько тонн смогли заставить якобы ходить по ровной поверхности. Но делаю я вывод, остров — это неровное поле, во-первых, застывшие лавовые потоки, рыхлый шлак между
между ними, песок. Тут о ровных поверхностях вообще речь не идет. И много склонов, провалов, разнообразных неровностей, по которым пешком-то идти нелегко. Нужна хорошая обувь. Прямых дорог или хотя бы подъездов к местам работ здесь тоже не строили, как оказалось. Иначе бы они сохранились на этом ландшафте, который слабо изменяется с течением времени. То есть большая дорога, она была бы как, не знаю, там Владимирский тракт, да, кандальный, она бы была настолько очевидна, что каждый мог бы ее увидеть. Такую дорогу я одну нашел, о ней я еще расскажу. Вот. Но опять же, не видно там, чтобы большие объемы пород, большого веса там как-то перемещали. Нет, обычная дорога. Также удивляет, что не находятся как упавшие, так и разломившиеся статуи в центральных частях острова. А ведь таковые должны были бы остаться, раз они встречаются на берегу. Ну, тут я немножко предложение такое завернул. Проще говоря, что по краям острова, на карте то, что я показывал, можно найти разломанные статуи, которые упали, и у них что-то отломилось. Но, во-первых, эти статуи вполне вероятно, что упали после того уже, как были поставлены, катаклизмами были обрушены, потому что к моменту открытия острова Пасхи все статуи лежали на земле. То есть то, что мы сегодня видим на острове Пасхи, Маай, стоят такие красивые с глазами, это все реконструкция. Конечно, она приближена к реальности, которая была, но в то же время при открытии острова эти статуи не стояли так. Далее, второе, это то, что в центральной части острова как раз вот нет таких вот статуй, которые бы лежали и были бы переломаны у них головы, шеи, а они должны были бы сохраниться. Точно так же, как по берегу. Вот это вот очень удивительно. И именно по причине отсутствия статуй в центре считается, что все маай транспортировались вдоль прибрежной полосы на расстоянии максимум километра от океана. Ну, это так историки уже придумали, что раз нет статуй в центральной части, а вот есть вот эти разломанные по краям, значит, вот дороги были тут. Но другой момент, что транспортировать вдоль побережья, это же более трудозатратно, чем через центр острова перемещать. Но, возможно, там были джунгли в те времена, и статую было сложно транспортировать. Ну, сложно сказать, потому что то, что вот мало очень брака, это удивительно. Под редкими разбившимися при транспортировке статуями, ну вот о которых я говорил, коих на удивление по пальцам перечесть, также не найдено ни обломков транспортных средств, таких как дерево, веревки, которых хотя бы следы должны были остаться, ни самих старых бракованных статуй, которые разломились в момент транспортировки. То есть этот маленький брак говорит нам о чем? Что статуи перемещали нетрадиционными способами. Конечно, их могли потом в море там типа отвезти и выбросить, можно все что угодно придумать, но эти выдумки, они опять же являются такими же выдумками, как и историки рассказывают нам, что вот были дороги вдоль побережья и все. То есть на самом деле у нас нет однозначного ответа о том, как эти статуи транспортировались. Это был первый момент. К этому надо добавить, что материал пород, из которых изготовлялись большинство статуй, ломкий, это туф, состоящий из цементировавшихся зерен и кусков других пород, то есть неоднородное и изобилующее разнородными внутренними напряжениями вещество. Второй момент. Почему статуи только здесь, на острове Пасхи? Точнее, у черта на куличиках в океане. Около 500 года нашей эры остров якобы открыли и заселили полинезийцы. Тур-Хейердал, который приплыл сюда, пришел на бамбуковом плоту, считал, что это были перуанцы. Он основывался на обнаруженном на острове инкском типе стенной кладки. Место называется Винапу. Винапу находится вот здесь, сейчас я вам покажу. Вот в этой части находится Винапу. И поставил эксперимент – достигнуть острова Пасхи с побережья Южной Америки на бамбуковом плоту. То есть Хейердал считал, что люди пришли на остров самым коротким путем.
с Южной Америки. Казалось, логично, а как они еще могли, не с Полинезии же. И тут вдруг, пожалуйста, ДНК-анализ подтвердил обратное, что люди, то есть полинезийцы, заселили остров не с востока, как предполагал Хейердал, а именно с запада. Но в Полинезии нет не только таких статуй подобного строительства, но и вообще чего-либо близко подобного по строительству и масштабу. Складывается впечатление, что остров Пасхи был основан какой-то другой культурой, а полинезийцы уже оказались здесь по факту. Вполне возможно, мы делаем вывод, что остров Пасхи был специально выбран для установки, изготовления и установки Маай и связанного с ним некого культа. Вот. Но тогда сразу возникает вопрос, если не полинезийцы, то кто и кем, когда. Вот, это был второй момент. Вот здесь мы видим это восстановленные статуи. Вот у них такие шапочки. Называются шапочки Покау. Интересно, что вот, когда я увидел вот эти шапки, да, это тоже мне очень сильно напомнил. Думаю, где я это видел? Оказывается, я это видел в Нью-Йорке, в Бара-Парквей. Вот там евреи ходят именно в таких шапках и с пейсами, пейсатые евреи. И вот тут я комментирую, какие это уши, это пейсы. И шапки у ортодоксов иудаизма схожи. Еще один вопрос в копилку о взаимопроникновении культур. Ну, конечно, это может быть просто совпадение, не обращать на это внимания, но как бы мы вот эту же шапку мы видим во многих культурах. Вот, в Южной Америке распространено. Например, я был в Тиуанако, и там тоже в этом храме лиц тоже есть такие вот фигурки с этими шапками на голове. Но дальше двинемся. Третье. Полинезийцы были отличными мореплавателями. Тысячелетиями они колонизировали Полинезию. Но остров Пасхи все же это не архипелаг, а менее чем песчинка, затерянная в океане. Тысячи километров водного пространства окружает 30-километровый участок суши. Я представил это графически, и получается, что остров Пасхи это один пиксель из 160 тысяч других на картине. Сразу возникает вопрос, как люди добрались сюда и не промахнулись. Как переплыли Тихий океан, что им хватило запасов воды, что высадка прошла безболезненно, а вода нашлась. Расстояние от Южной Америки, самый короткий путь, тоже немыслимое. Это 1000 километров водного пространства, что в одну, что в другую сторону, что вверх на север, что вниз. Даже для самолета проскочить остров и потеряться сегодня вполне реально. Ну, имеется в виду, конечно, без GPS. Или полинезийцы уже знали, где остров находится, как сюда попасть, и располагали соответствующими возможностями. Или, что повышает вероятность попадания, пришли с неба. Тут надо сказать, что течения морские остров Пасхи огибают, они к нему вплотную не подходят. И даже находясь в течении в каком-либо, зная о том, как двигаются пассаты, все равно древние мореплаватели не могли остров Пасхи найти случайно. Эта вероятность очень маленькая. Это был третий момент. Вот видно, как выглядит остров вулканический. Это, конечно, не весь остров такой. Вот там, не знаю, каботажкой проплыл там вдоль берега, сколько-то сотен метров, все равно найдешь какую-то высадку, но при этом все равно это вулканический остров. Четвертое. Статуи не просто воздвигали и оставляли как есть, а непрерывно веками работали с ними. При раскопках археологи обнаружили погребенные статуи, поверх которых ставились новые. К изготовлению статуй и поддержанию культа островитяне относились более чем серьезно, со внушительным упорством и трудоголизмом. Это касается не только количества статуй, но и аху, постаментов для них, требующих также немало труда. А еще и 1-2-тонные красные шапочки Мономаха, камни на головах, уборы Покао, переводится как пучок волос, о чем я говорил чуть выше. Недавно было установлено, что ранние памятники сооружались временно на 3-4 поколения, после чего их демонтировали, перемещали в другое место или погребали. А на Аху воздвигали новые. Старые места выравнивали красной породой. Наверное, имелось в виду
тот же самый смысл, что и использование охры в погребениях там тех же скифов, да. Я думаю, это связано, о чем я тоже буду говорить дальше. Эти связи проявятся со временем, как вот мои рассуждения будут идти, вы увидите, что это единая культура была. То есть работа со статуями — это было не просто развлечение, это было смыслом жизни островитян. Отсюда и пятый вывод, что изготовлением и транспортировкой самих статуй, созданием платформ для них дело не ограничивалось. К трудозатратам надо добавить еще два момента: шапки покао и установка их на вершину статуи. Последнее требовало отдельного технического приема. И второй момент — это сменяемость статуй и их антуража, что выводило весь процесс работы со статуями на немыслимый для тех времен технический уровень, не соответствующий самим островитянам. Ведь кроме статуй на острове не обнаружено никаких следов цивилизации. Полинезийцы ютились в соломенных хижинах и вели примитивный образ жизни, что еще раз косвенно нам говорит о неком наследии, роль которого терялась со временем все больше и больше. Вот мы видим статуя, опрокинутая или цунами, или другими какими-то причинами и подверженная эрозии. Шестой момент. Сложная обрядность, проводимая с Моаи, связанная с почитанием именно усопших. На первом этапе истории острова мертвых сжигали, пепел развеивали перед ликами статуй. Старые статуи имеют впадины для глаз, куда помещались вставки из коралла со зрачками из красной глины. Опять же, из красной глины, не из голубой, а именно из красной. То есть это, скорее всего, опять нас связывает с охрой, да, в курганных погребениях, и связывает, то есть я уже провожу дальнейшие мои выводы, уже сейчас начинаю озвучивать, и связывает это нас с культом предков. Создавали аринга орос, живые лица. Считалось, что статуи глазами излучают энергию жизни, называемую мана. Интересно совпадение с манной небесной, спасительной силой, приходящей свыше в последний момент. В позднее время мертвых стали хоронить. Одно захоронение выглядит так. Сначала соорудили склеп для нескольких человек, потом сверху была поставлена статуя. Через какое-то время статую опрокинули, но не бросили, как если бы было с совершением культа, а заложили сверху камнями. Я делаю вывод, что это говорит, скорее всего, что статуи символизировали идолов родов, обитающих на острове. Статуя смотрит, чем благоволит роду, охраняет его денно и ночно. Видимо, поэтому статуи смотрят внутрь острова, делаю я вывод, на поселение и людей, а не в океан. Прерывание рода, естественно, это и смерть, то есть погребение и статуи. Я делаю вывод, что воздвижение статуй, оно связано именно с культом предков, а не с чем-либо еще. Более всего это очевидно. Вот мы видим, как выглядит этот вулканический берег и тоже подверженная эрозии упавшая статуя. Поздние статуи были уже слепые, вставки в глазницы не делались. Именно такие можно видеть на Рано-Рараку. Здесь исповедовался уже измененный культ. Статуи больше, и их явно не собирались перемещать. То есть воздвигали общее святилище, делаю я вывод. На поясе одной из статуй при раскопках нашли изображение трехмачтового судна, что дает основание предполагать о позднем сооружении статуй на Рано-Рараку. Весь остров открыт только в 18 веке. Да, вот шапки Моаи, можно видеть, какие они большие, современность такая, покос газонов, все для туристов. Такая вот шапка Мономаха, убор Покао, переводится как пучок волос. Седьмое. Это истинный возраст Моаи. Так и остается неизвестен. Да, полинезийцы прибыли около 500 года нашей эры. А что было до этого? Какие статуи находились и были ли? Или все воздвигнуты полинезийцами? Если культ предков существует тут и до них, то в каком виде он был и кем был основан?
Вот видно, как выглядит остров, полуострова Пойки. Снимаю, и вот видно здесь такой маленькая черточка. Это вот как раз вот группа статуй, которая считается самой крупной на острове, самой живописной. Называется Моаи Тонгарики. Высота птичьего полета, вид с горы Пойки. Но это я уже по острову когда пошел. То есть сейчас у нас вводная такая лекция, да, на полчаса, зачем ехать на остров Пасхи. 8. Это несколько необъяснимых феноменов. Первый. Инкский тип кладки в Винапу. Как он попал сюда и почему был сооружен? Инкский тип кладки – это же не только технология, но и специалисты, которые еще и планировали вернуться обратно. Ну, то есть имеется в виду на континент. Приехали сюда поработать, да, гастарбайтеры. И почему эта кладка всего лишь в единственном месте на всем острове? Да, тоже это очень странно, почему на южной части, но это потому, что вот Хейердал, наверное, предполагал, что где-то вот с Южной Америки как-то на южную часть острова Пасхи смогли островитяне приехать. Значит, и Хейердал был прав, говорю я. Не принесли же инки свои идеи по пути полинезийцев, обогнув весь земной шар. Но как тогда это представить? Что я имею в виду, что полинезийцы пришли с запада, а инкская кладка пришла с востока. На затерянный остров стекаются люди со всех сторон света. Второй феномен – это письменность, которая здесь была найдена. Письмо Ронга-Ронга оказалось похожим на письмена с печатей Мохенджо-Даро 3000 лет до нашей эры. То есть символы попали сюда из долины Инда еще бог знает в какие времена. Похоже, 174 символа, что также не может быть случайным. Да, это факт. Третий момент. Символизм бережно сложенных на животе рук, как у статуй, так можно наблюдать и сложение рук у каменных изваяний Половецкая баба, распространенных не только от Южной Сибири до Алтая, до степей Казахстана и Европы, но и в Турции. Тот же символ найден у фигур Гебекли Тепе, а это 12 тысяч лет назад. Это также не могло оказаться случайно. Ладно, Алтай и Средняя Азия, их связывали шелковые пути, но не остров же Пасхи, где даже не единичный случай этих рук, а массовый. Об этом древнем символе сложенных рук я еще расскажу. Да, этот символ как-то проходит мимо, вот, относят его к местным воззрениям, что этот символ был локализирован здесь, он здесь и зародился, здесь и остался, но, как показывают другие фрагменты, о которых вот я говорю, Охрада, шапки Моаи, пейсы, все это часть единой культуры. Но если мы говорим о части единой культуры, то каким-то образом мы должны говорить о том, что как сюда люди попали, вот, когда у них не было средств, как они привезли технологии инкской кладки сюда, да. Это сразу переворачивает наше представление об истории, что, естественно, уже настолько невозможно сделать, потому что стереотипы, которые навеяны вот этой вот этими талмудами истории, которые пишутся и пишутся, да, их очень сложно развеять сегодня, потому что нужно менять всю концепцию исторической картины. 9. Это странные легенды. Война короткоухих с длинноухими. Короткоухие скинули статую и видоизменили культ. Легенды о людях, птицах и белых богах. Ну, белые боги тоже очень странное явление, потому что именно голубоглазый вот этот пигмент, который отвечает за голубые глаза и за светлые льняные волосы, он зародился на территории Северной Евразии, ближе к Европе, то есть где Норвегия, где у нас получается Кольский полуостров, это оттуда пришла вот эта вот идея. Поэтому белые боги, как они куда пришли, откуда, тоже очень непонятно. Ну и глаза, да, тоже мы не забываем, что глаза делались им светлые, а не темные. Ну и 10. Это изменение климата, экоциды, геноциды, все вперемешку или по порядку, кто там разберет. Дело в том, что до прихода полинезийцев остров Пасхи был еще более райским. Здесь буйствовала зелень повсюду, протекали многочисленные ручьи. Ну да, вот с ручьем сегодня я вот вам сказал, что он один, но видите, считается, что многочисленные. Я уже немножко подзабыл, что я читал, потому что часть выводов я делаю сам, а часть я
беру информацию, беру из источников. Это определено по пыльце донных отложений в кратерах вулканов. Также здесь была самая большая колония птиц в Тихом океане. Десятки эндемичных видов, которые селились круглогодично. Это тоже очень интересное наблюдение, потому что я связал в своей философии религии света, я связал душу с птицей. Это очень везде фигурирует в славянской культуре, что Дух Святой в виде птицы изображен в портиках храмов, там солнечные лучи, и по этим солнечным лучам со светом спускается этот Дух Святой, зарождается мир. Это связано с культом предков, опять же, например, с родительскими субботами, что был Духов день, и в воскресенье души возвращались, а в субботу они улетали, поэтому с пятницы их провожали. И об этом я тоже как-нибудь буду говорить, потому что это связано сразу с шаббатом, с еврейским праздником, с зажиганием священных огней в пятницу вечером, с застольем, которое евреи организуют в пятницу и субботу. Сегодня они это застолье не понимают, зачем они организуют, но на самом деле, как мы видим из всех этих выводов, это было застолье с предками, которые уходят. Провожать предков, встречать предков, это как у нас поминки. То есть евреи до сих пор хранят эту давнюю традицию. Об этом я буду говорить отдельно, потому что это тоже отдельный пласт лекции. Есть несколько версий обезлесивания острова. Одна из них, что Моаи транспортировали на полозьях, то есть лес попросту срубили. Это маловероятно, не были же поселенцы идиотами, правильно? Я делаю такой вывод. Ты видишь, что происходит с участком, где лес срублен, понимаешь, чем это грозит в будущем, пустыней, обезлесиванием, обезвоживанием, и продолжаешь рубить. Это глупо. Вторая версия – это изменение климата. Не исключены десятилетние засухи в середине 17 века, каковые были в Новой Каледонии. Они могли также изменить растительный облик острова, поменяв лес на степь. Да, как я уже говорил, сегодня это засушливое место, хоть и тропический остров. И третье, что островитяне переселили остров и попросту съели птичьи яйца, сократили поголовье пернатых, что повлияло на всю экосистему. Как бы то ни было, а результат был таков. Роды какое-то время жили в подземных гротах, у глубинных накопителей пресной воды и воевали друг с другом. В итоге они пришли к общему соглашению, культу Манутара, по сути демократическому правлению. Идея возникновения ритуальной деревни Аронга для этого культа, который просуществовал уже до прихода европейцев, то есть 18 век, была такова. Статуи перестали видеть, то есть спасать, оберегать, что связано с изменением климата и распрями. Но сила жизни, видения осталась у верховного бога Маки-Маки. Весь мир не погиб. Жизнь продолжается, значит, где-то Бог видит и наблюдает. А раз так, значит, при определенном стечении обстоятельств Бог способен наделять своим взглядом ману избранного. Таким способом наделения взглядом и стал культ Манутара. Это я делаю такой вывод, связанный с экологическими катастрофами, которые произошли с островитянами. Для него было даже отведено специальное место – временное поселение Аронга. Раз в год все островитяне или представители родов собирались в нем. Избранные от каждого рода должны были сплавать на скалистый остров, расположенный в километре от острова Пасхи, и принести оттуда яйцо птицы. Кто первый доставлял яйцо, старейшина того рода и наделялся силой ману. Он отвечал за благополучие островитян и правил так островом год. Затем обряд Манутара повторялся. Это полуостров Пойки, одинокий идол на самом краю земли и мира. Как не побывать, делаю я выводы, на этом загадочном острове. Как не увидеть все своими глазами, не вдохнуть этот воздух, не почувствовать себя исследователем и не попытаться приоткрыть тайну. Итак, это была вводная часть об острове Пасхи, какие загадки на нем существуют и почему туда стоит поехать и посмотреть все своими глазами. Теперь более практично мы погрузимся в среду острова Пасхи, окажемся на берегу Тихого океана, или посредине океана, я не знаю, как это красивее выразить.
Так что давайте берите кружечку кофе, присаживайтесь поудобно, или вы едете в машине, включайте, слушайте. Поехали. Значит, на остров Пасхи я попал по распродаже. Оказалось, что компания LATAM накручивает цены в интернете, а в реальности, если ты попадаешь в Сантьяго, это Чили, и подходишь на фронт-деск LATAM, то тебе продадут билет на остров Пасхи в районе $100-200 туда и обратно. Вот. Это такая хитрость LATAM, они просто делают гигантские деньги на острове Пасхи для туристов. То есть купить дешевый билет по интернету невозможно, но по факту присутствия в аэропорту вы можете такой билет купить по обычным ценам. Хотя я не уверен, что это круглый год, может быть только в сезон, потому что я не проверял. Я как приехал, просто случайно, я летел вообще в Каламу, а тут случайно проходил LATAM, вспомнил, что оказывается LATAM это остров Пасхи, а дай спрошу, сколько стоит у них там билет этот. И оказалось, что это легко туда слетать. И в этой статье, это вводная еще одна статья, она уже рассказывает не о загадках острова Пасхи, а о том, как там жить для бэкпекера. Ссылка будет внизу, так что я эту статью пропущу. Скажу только, что остров Пасхи, еще раз, это затерянный островок в океане, туда лететь 5 часов. Вот. И первое впечатление сразу же, уже как только подашь на остров, уже можно видеть эти статуи, уже ходить по берегу, смотреть это все, наблюдать. Вот. Местные очень любят денежки, так что чуть что, за любую фотографию, за все они вот так вам покажут. Динеро, ну-ка быстренько сюда денег. Также островитяне возрождают свой культ, у них их храм, он представлен разными фигурами их богов, и можно пронаблюдать, как они ходят в этот храм и поклоняются, совершают свои обряды, вот, которые органично сплелись с католицизмом. Островок в сезон зелененький, красивый, можно ходить, смотреть, бродить. Вот здесь мы видим Рана-Рараку, это полуостров Поки, далеко Рана-Рараку находится. Внизу там тонгарики где-то затерялись. Это небольшая роща эвкалиптов, довольно степной остров, то есть он обезлесил, как я уже сказал, но в районе, где живут островитяне, это вот здесь вот находится, вот он, это место находится, где, собственно, единственный населенный пункт на острове. В этом районе довольно зелено, есть свой ботанический сад, можете сказать, а также есть улицы экопоселенцев, то есть это первых европейцев, которые туда приезжали навсегда, начитавших Хейердала еще в 70-х, в 60-х годах прошлого века и поселялись там. Вот до сих пор они там живут, можно зайти. Много очень дикорастущей гуавы для бэкпекера, всегда есть что пожрать. Найти, эта гуава цветет круглый год, можно увидеть вот такие вот картины. Таких вот ведьмаков, которые там скачут. Остров скалистый, по нему тяжело ходить. Если вы соберетесь в какое-то путешествие пешком, нужна хорошая обувь с высокой подошвой, потому что много вулканических острых обломков. То есть есть какой-то шанс подвернуть ногу. Но в то же время везде есть дорожки, которые набивают дикие лошади, поэтому тропинки разные, вы можете всегда сориентироваться, найти, где пройти попроще. Но пресной воды нет нигде, поэтому запас пресной воды на целый день должен быть где-то минимум 2 литра, а так и все 5. Остров обошелся мне приблизительно в $440. Это авиабилеты, хостел. Когда вы покупаете авиабилет, вам нужна бронь отеля обязательно. Также я взял с собой немного продуктов, но оказалось, что в хостел входит и питание, то есть завтрак был. Можно, конечно, сэкономить на жилье, не лучше ночевать на природе, чем в искусственных условиях, но у вас не так много времени на это, у меня было. А в цивилизации решены все проблемы с питьевой водой, с которой реально проблема, потому что в других местах она плохая на вкус, даже если вы ее найдете. С газом, с электричеством, с интернетом, трансфер в аэропорт и обратно.
завтрак на столе, все это значительно уменьшило борьбу за существование и позволило посвятить время творчеству. На природе бы пришлось локализироваться у воды, только одно такое место на острове, еще раз повторяю, или вешать тент для сбора воды. Но это не значит, что никто не придет, потому что много коров шатается по острову до сих пор. Они придут, выпьют всю воду и сожрут все ваши продукты вместе с рюкзаком. Конечно, можно останавливаться у местных, попроситься и расположиться в палатке в их огородах. Это тоже не проблема. Также варианты закрепиться в городской среде – это поселиться в заброшке или чуть подальше от центра затусить в палатке у кого-нибудь во дворе, как я сказал. Ну и каучсерфинг тоже присутствует. Хангероа – это отдельная часть остров в острове. Это населенный пункт. В юго-западной части расположены рестораны и все для туристов. А на северо-востоке как раз живут экспаты, которые приехали туда лет 50 назад. Самое популярное место провожать солнце – это Тахай. Это, пожалуй, неформальное место на острове. Вот местный дом местных экопоселенцев. Вот так это выглядит сегодня. Сам городок, по нему ходишь, центральные улицы. Красиво. Местные не агрессивные, очень веселые такие, у них всякие представления там бывают. Можно сходить куда-нибудь. Вот так вот они выглядят, это их быт. Это вот в церковь на выходные они пошли. Вы это все можете прочесть у меня в блоге. Я как бы особо на этом не буду заморачиваться. Конечно, проблема с мусором на острове. Это помойки везде тоже. Вы с этим столкнетесь там. Ничего такого заповедного там близко не будет. Вот, собственно, это полет сам. Вот мир облаков, океан облаков сверху. В первый поход, который я отправился, хайк Маунга-Тетевака, обойти северную часть острова. Это самый сложный хайк на острове. Он назван в честь вот этой горы Маунга-Тетевака. Он начинается с пляжа Анакена, это вот с этой части, и продолжается вот через все эти муаи, достопримечательности. Вот он ведет вот сюда, в Тепеу. Он проходит как раз скалистым побережьем Маунга-Тетевака и мимо Северного мыса. Никаких населенных пунктов там нету. Есть вот эти тропы, кое-какие сараи там стоят. Но никого из местных я там тоже не встретил. Для начала я доехал автостопом до популярного пляжа Анакена. Надо сказать, что автостоп прекрасный на острове Пасхи, но трафик заканчивается к темноте, к 6 часам. Так как остров тропический, там день поделен 12-12, считай. И к 6 часам машин уже нет, вам придется пешком идти. Асфальтированная дорога проходит через останки эвкалиптовых лесов. Именно с Анакена, этого живописного места пальмы, пляж, песок, горы, статуи, началось мое знакомство с островом. Анакена входит в объекты ЮНЕСКО. Здесь я немножко пишу о попадании в Анакена без билета. Надо зайти с пляжа, то есть не через центральный вход, нужно его проехать, пойти там, где кафе «Сувенирка», и зайти с той стороны. Отсюда, недолго наслаждаясь пляжем, я решил пройти 18 километров пешком по побережью, завершив в Аху-Акиви. Вышел со всеми автостопными купаниями около часу дна. Как раз до заката успел, буквально за 15 минут до момента исчезновения солнца. Здесь ходят на хайк туристы, вот можно увидеть, тут есть расчищенная дорожка такая. Опять же, непонятно, она то ли современная, там в районе 18-17 веков она сделана животноводами, то ли это древняя дорога, но обломков статуй там нет. Вот так вот выглядит, собственно, эта часть острова. Сооружение из камней по кромке острова буквально через каждые пары сотен метров. Вот мы видим такие бугорки, это как раз есть Аху, где когда-то стояли статуи. Ну и вот, собственно, сам остров, видите, это одна вот из Аху. Видите, остров очень скалистый, неприятный для трава, камни, то есть вот это все у вас будет обязательно там на хайке встречаться. Вы будете с этим бороться, как-то жить. И если вы захотите от тропы отойти в сторону, на Аху они все в стороне, и вам придется еще накрутить немного километров, чтобы посмотреть каждый Аху. То есть закладывать надо где-то 25 километров на хайк. Что интересно на этом побережье и в этой части острова, называемый трек Маунга-Тетевака. Во-первых, поражает количество мегалитических объектов. Они через каждые
100-300 метров на всем протяжении 18 километров. Это очень интересно, да. Вот видите, это облицованная ахо, то есть внутри заполнено бутом, а снаружи вот такие облицовочные плиты. Какие-то это развалины кошарин и жилищ времен животноводства Британской империи, но много и просто непонятных башен, конструкций из камней. Вот я их показываю, эти башни, конструкции. Все это в блоге, вы можете развернуть каждую фотографию, посмотреть. Вот интересная конструкция из камней. Видите, 5 камней стоит, что-то было в центре, непонятно, что-то неизвестно нам. Есть вот такие вот рощицы, это оазис, они засушливые, там коровы, и вот эта вот дорога вот продолжается, я по этой дороге и шел, если можно это назвать дорогой. Вот, тут мне посчастливилось найти след дисковой пилы. Отдельно я написал об этом небольшой пост. След дисковой пилы — это полукруглый пропил болгаркой. Вот. Причем кусок от статуи не был отломан, это был просто пропил. И сложно представить, чтобы кто-то сюда приходил и специально отпиливал, сделал этот напил и уходил, да, с аккумуляторной пилой. Да и то аккумуляторная пила, не факт, что она возьмет этот камень. Интересно, что аккумуляторные болгарки в рознице появились буквально вчера. Но им не так много лет. Это классическая Маай со сложными руками. Вот здесь сбоку вот этот пропильчик есть. Кесарево сечение я его назвал. Еще одна находка — это остатки дольмена. Вот так выглядит это аху с дольменом. И вот, пожалуйста, мы видим вблизи, как это выглядит. Да? Это такая прямоугольная конструкция с этим вот отверстием. Это моя крышечка 72 мм. Так что отверстие где-то 11-12 сантиметров. Меня поразило количество религиозных объектов, исчисляемое сотнями. Оно удивляет. Это буквально весь остров напичкан религиозными сооружениями, был каким-то религиозным центром. Как будто здесь формировалась какая-то память сакральная, которую обязательно нужно было сохранить во что бы то ни стало. Как будто здесь присутствует Бог. Вот обязательно это чувство, как только вы сталкиваетесь со всеми вот этими моментами. Колоссальным количеством статуй и религиозных объектов, и полным отсутствием инфраструктуры достойной цивилизованной жизни. Да. Это навязчивое впечатление о сакральности Пасхи начинает преследовать, как только визуально оцениваешь объемы работ по камню, возведению сооружений, пускай хоть и простых. Наблюдается неистовое стремление людей к необъяснимому труду с целью сохранить память о чем-то важном. Что забывать нельзя. Этот момент, да, косвенный такой момент о том, что остров Пасхи является сакральным объектом, что он связан с культом предков, и я вот потихоньку из этих нюансов складываю общую картину, которую я вот и буду озвучивать в конце этой лекции. В конце тропа вдоль вершины Маунга Тетивака приводит к старой дороге, по которой транспортировали Маай. Здесь так и осталась лежать одна фигура, брошенная, сломавшаяся при транспортировке. Пожалуй, единственная такая. Вот она, эта старая дорога. Еще раз побережье. А нет, еще одна лежит на полянке в Ранурараку. Но учитывая эти две и еще какие-нибудь, погрешность изготовителей статуи была невелика. Ну, как я уже озвучивал, это вот как раз я этот вывод и сделал. Потому что тот пост, который я озвучил в самом начале, я редактировал и написал уже частично посмотрев «Остров Пасхи». Старая дорога угадывается по каменной обочине и деревьям, укоренившимся по ее линиям. Дорога ведет откуда-то с вершины Маунга Тетивака 511 метров. Надо будет тоже исследовать. Что-то тянет меня туда. Вот она, эта дорога. Мыс Северный. Здесь вдоль горы Маунга Тетивака тропа гористая, каменистая и красивые виды на северную часть Тихого океана. На всем протяжении 6 часов непрерывной ходьбы, а еще я заходил зигзагами от Маай-Маай, воды нет. Несколько раз встречаются мумии павших лошадей. Можно собрать коллекцию фотографий их скелетов. Умирают то ли от обезвоживания, то ли от переломов, то ли от всего этого вместе. Местность изобилует круглыми камнями, которые выворачиваются из-под ног, особенно когда идешь по траве. Но везде тропы, они хорошо видны. Это для хайкеров.
Солнце светило, жарило весь день, но даже зонта не достал. И так хорошо было погреться, позагорать. В конце пути выходишь к Аху Кихи Кихи Рауме. Это был религиозный комплекс, около 20 строений. Вот тут видно, что камни светлые, они были покрашены. И не так давно, кстати. Это вот эти вот сооружения овальные, которые уже вам попадались, это Хари Паенга. Якобы жилые конструкции обычных домов полинезийцев в виде перевернутой лодки. Вероятнее всего, слово «харе» созвучно «заяц-дом», имеет смысл прыжка через океан. Вряд ли эти дома использовались как постоянные жилые постройки. Мало пространства, узкие наклонные проходы, непрактичные стены, трудозатратность в изготовлении базальтовых блоков. Скорее всего, это были ритуальные объекты. Это я делаю такой вывод. И перед этими объектами обязательно вот такая вот есть, как и у Аху, выложены камнями такая брусчатка. Заканчивая маршрут, я вышел вот сюда, в Типеу, а отсюда пешком дошел и успел посмотреть Акиви. Попадание в Аху Акиви обходится сразу за будкой, лесом. На этом и закончился мой день. Ну вот в Аху Акиви мы можем увидеть вот эти вот покхао, самые такие красивые шапки-пробки на статуях. Вот, пожалуйста, это из Тиуанако. Я вам фотографию привожу примера одного лика с такой же вот шапкой. Что меня поразило в этом маршруте? Масштабность. Вот представим, вырубить статую Моаи, транспортировать ее через остров, возвести постамент Аху, поставить на него статую, вырубить пучок волос Покхао, установить этот головной убор на статую. И дело на этом не заканчивается. Касается не только Моаи, но и подготовительных работ с подходами, ландшафтом, фундаментами, а также работ по поддержанию статуи в рабочем виде. Второй момент — это происхождение самой идеи. Я уже тут приходил уже к выводу, что тут не так все просто на этом острове Пасхи. Откуда полинезийцы вообще взяли эту идею культа предков в виде Моаи? Почему культ предков принял здесь, на Пасхе, такую усложненную форму? Есть куда проще способы делать это. Облагораживать ландшафты, ставить деревянных идолов, развешивать кораллы. Но нет же, выбрали непростой путь рубить из камня. И откуда взялась эта идея покровительства взглядом Мана, что якобы статуи способны спасать нас от грозящих катастроф, наблюдая сверху. Именно потому, что статуи не спасли, они и были брошены ликами вниз, возможно. То есть это означало смену представления о прошлом, приход нового времени и забывание старой идеи, потихонечку угасание этой старой идеи. Вот к этой старой идее я потихоньку и буду вас подводить. Все это делаю я выводы и похоже на память о неком могуществе, величии неких предков прошлого. И, естественно, логично, если есть здесь инская кладка Винапу, есть дольмен, есть еще и колеи, такие как в Анатолии, в Турции, то почему бы истуканы тоже не могли бы здесь быть? Конечно, они были до полинезийцев. Но если культ предков существовал на острове до прихода полинезийцев, то чем он был, кто его основал? Самое интересное, из чего этот культ складывался, то есть что он означал. С такими мыслями я вернулся в поселок, в Весте сложилась компания, я, спустившийся с гор, как выпал из гнезда. Суета, цивилизация. Дальше я рассказываю про Рано-Рараку, как туда попасть без билета. Вообще с билетами тут отдельная история, то есть вам сразу предлагают купить билет буквально на выходе из аэропорта в обязательном порядке, но вы делаете вид, что вы купили, и идете дальше. И автоматически, почему они это делают? Потому что знаешь, что если вы не купите билет сейчас, то вы можете потом вообще его не купить. Вот. Но на самом деле все охраняется, более-менее сложно пробраться куда-либо. Но вот в Рано-Рараку, то есть каждый объект, везде есть будки охраны и везде проверяют билеты. И вот Тонгарики, Рано-Рараку и Аронга — это самые такие сложные места, куда тяжело попасть без билета. Но вот в Рано-Рараку, пожалуй, самое тяжелое такое место.
Ранурараку находится здесь, как я уже говорил. Вот она, общая карта острова Пасхи. Ранурараку находится вот здесь. Чтобы на него попасть, я заходил с восточной стороны по конным тропам. Поднимался через забор, перебирался и поднимался вот сюда в кальдеру, а потом уже выходил на основную точку. Вот в этой части, вот. Вот сюда выходил. То есть вот тут заходил, поднимался и вот сюда выходил. А дорога, она вот так вот тут подъезжает, и там чекпоинт. В своем блоге я описываю, как туда попадать бесплатно. Вот подойти вот к этим грандиозным статуям, сфотографироваться. Пройдусь по картинкам. Ранурараку — это кальдера, и вот у подножия этой кальдеры мы видим вот такие вот статуи стоят. Это как раз является вот этим объектом. Это внутренняя часть кратера. Вот этот охранник, который смотрит. Это я тут карту привожу, как обойти этого охранника, как попасть вообще туда внутрь. Это статуи внутри вулкана. Вот тоже разбитая одна статуя, разломанная, лежит здесь. Ну и дальше я рассказываю, как вот попадать туда, что тут увидеть, как тут обойти. Наконец-то я оказался рядом с ними. В жизни бы не подумал, что такое случится. Почему-то мне показалось, что эта группа Моаи древнее многих других на острове. Многие по пояс в земле, лица отличаются от уже виденных. Но изображение трехмачтового судна, откопанное Туром Хейердалом, говорит, что, возможно, статуи поздние. Это же заявляют и археологи. Об этом же повествуют и незначительные следы эрозии статуй. Но впечатление о Ранурараку все равно как о древнейшем месте этого острова. Возможно, статуи и позднего происхождения в самом деле, но сам вулкан, его склоны имеют давнюю историю. Около 1100 статуй по всему острову. Им должны соответствовать масштабные разработки склонов и отвалы пород и бракованных изделий, карьеры, террасы. Но где это все? Даже вот возьмите Ранурараку, если прикинуть объемы извлеченных пород, на 1100 статуй они явно не тянут. К тому же интересно, вот, кстати, фотография, где видно, как статую подготавливали к извлечению. А это вот считается старый карьер Ранурараку. И то, что статуи наполовину в земле, тоже очень странно. Если это был оползень, то откуда он мог взяться там, где ни реки, ни водоносных горизонтов, а только скалы и склоны? А если погружение статуи в землю происходило медленно, за счет осыпания, заплывания склонов и тяжести самих статуй, то откуда тогда изображение трехмачтового судна на одной из них? Что же тогда занесло Моаи землей? Цунами, потоп. Еще сразу вспоминается факт, что при приходу первых исследователей все статуи на острове были опрокинуты, а эти стоят. Вот где еще одна загадка. Ну тут надо сказать, что с этим Ранурараку на самом деле связана непонятная тайна, потому что если бы полинезийцы, которые прибыли на остров, организовывали бы культ, то логично было бы представить, что зачем куда-то волочить статуи, когда можно сделать в одном месте, их локализировать и ходить туда поклоняться, как, собственно, и мы видим в Ранурараку. Но в то же время другие свидетельства говорят, что это позднее место, которое возникло уже после того, как по побережью всего острова распространились статуи. Скорее всего, что все статуи, которые по берегу острова расположены, они высекали где-то в других местах по-другому. Но где и как сегодня мы не находим ни карьеров, ни следов, что еще раз нас навлекает на идею о потопе или цунами, которое здесь когда-то произошло, или извержение вулкана случилось не так давно. Ну а как это еще может быть? Также вот эти статуи в Ранурараку и по всему острову, они стилистически друг от друга отличаются. У статуи Ранурараку уже нет глазных впадин, куда бы вставлялись раковины, да. Но в то же время вот эти вот свидетельства, которые я говорю, что глупо тащить куда-то статуи из одного места, проще сделать святилище в этом месте, где ты их и вырубаешь. Вот. Значит, скорее всего, то статуи и Ранурараку
и идея транспортировки статуи к побережью, они возникли приблизительно в одно время. Это вот одна из старейших статуй на Ранурараку, а вот на дальнем горизонте мы видим как раз Тонгарики. Вот я привожу фотографию, где видно, что вулкан присыпан якобы оползнями. Я взглянул на Ранурараку со стороны. На острове существовали легенды о людях-птицах. Так посмотрите, со стороны Ранурараку и выглядит как летящая птица. Это особенно бросилось в глаза, потому что в рисунках я часто изображаю таких птиц. Ну а раз мы видим такой символ в контуре горы, буквально напичканный Моай, то скорее всего это и есть и было самое древнее культовое место на острове изначально. А трехмачтовый корабль – поздняя вставка. Тогда ясно, почему остров птиц так прочно прижился в памяти островитян. Первая была самая большая колония птиц в Тихом океане. Второе, вулкан Ранурараку, контурами напоминающий летящую птицу. Дальше я буду говорить, что он же это курган, он же это пуп земли, он же это мировое яйцо, из которого вылупился наш мир. Третье, многочисленные изображения птиц в петроглифах на острове Пасхи. И четвертое, это легенды о людях-птицах. То есть мы косвенно приходим к выводу, что Ранурараку как раз является древним святилищем, скорее всего. Тогда, принимая во внимание столь многочисленные упоминания о птицах на острове, есть смысл задуматься и о полетах вообще, особенно если вспомнить о труднодоступном попадании на остров. Кстати, вернусь к Ранурараку, еще вам скажу, что в дальнейшем, после посещения острова Пасхи, у меня буквально пошло вот это вот знание о предыдущей эпохе, и я связал птицу, вот как раз опять же, с птицей Феникс, я связал образ птицы с душой, с воплощением души в мир, как Дух Святой. И также я связал птицу с жар-птицей, которая роняет перья на припеки, и там просыпается первая природа весенняя. Так что вот этот вот образ этих крыльев, да, образ вулкана, кургана рождения, все это между собой оказалось для меня связанным, и я вот дальше буду постепенно рассказывать, как это случилось. Итак, труднодоступное попадание на остров. Ну вот здесь мы как раз видим, что статуи были откопаны, на некоторых даже можно увидеть полосу земли, которая там была когда-то. Прежде чем археологи извлекли статуи в том виде, в каком они сейчас вот мы их видим. Идея полета людей и птиц – это иносказательное упоминание о том, что кто-то когда-то сюда прилетел, птица или как птица. Что-то произошло в прошлом, связанное с полетом и островом. Но тогда что? Дальше я пошел на полуостров Пойки. Осмотрев Ранурараку, вернулся на утреннее место, откуда начал старт, и отправился на полуостров Пойки. Полуостров Пойки – это самая отдаленная часть, самая малонаселенная. Здесь людей почти не бывает. Основные достопримечательности – это вот вершина 370 метров, такая своеобразная, похожая на корону, и мысы. Вот эта вот часть, получается, юго-восточная у нас лесистая, там эвкалиптовый лес, можно переночевать, жечь костер, но воды там не найдете, поэтому нужно, если вы туда соберетесь, в эту прекрасную, красивую степную часть, где живописные виды, конечно, то вам обязательно нужно брать туда пресную воду. На самой восточной части было интересно обнаружить каменную бабу, которая смотрит куда-то в небо, в далекий океан. Это такой степной полуостров, там небольшие эвкалиптовые рощи, которые то ли сохранились со старых времен, то ли уже это новые посадки, сложно понять. Вот. Но тоже везде валяются эти муаи, встречаются здесь и свои птички, животные бегают, вот есть такие островки. Ну, туда заходишь, в этот лесной островок, там внутри коровы, там, ну как обычно все. Но встречаются такие половецкие бабы, идолы каменные. Вот один постамент охоты из белых и черных камней я обнаружил. Ну и дальше я обошел полностью полуостров Пойки. А на следующий день отправился уже к вулкану Ранукау и Аронга. Это, собственно, то самое место, священное Аронга, где собирались представители всех племен острова и совершали обряд и
спускались вот с этих гребней вниз к океану, проплывали до острова вот этого скалистого, брали яйцо, возвращались обратно, что и наделяло участников этого заплыва, забега особой силой. Причем люди гибли, падали со скал, разбивались. Это был своеобразный обряд. И вот здесь как раз вот в этой части, на вершине этого кратера, кальдеры, расположены как раз останки вот этого поселения Аронга, где мы можем увидеть расписные стены. Это было сакральным местом, где люди не жили постоянно, а только вот бывали на момент праздника. Итак, это был 4-й день. Вулкан Рано-Као находится неподалеку от Хангароа. Это самое посещаемое место, потому что оно близко расположено. Вот здесь вот аэропорт. Сюда вы заедете автостопом, ехать 20 минут. И можно прям заехать вот к этому вулкану и прям подъехать к Аронга. И пройти тут немножко пешком. Также можно по тропе обойти вдоль, подняться вот на эту смотровую точку. Там очень красивый вид. А оттуда спуститься в Винапу как раз, чтобы посмотреть инкскую кладку. Здесь тропа не обозначена, но она есть кое-какая, там можно пройти. А потом отсюда уже выйти на дорогу и вернуться в Хангароа. Здесь же находится интереснейшее место, где изготовлялись покау, эти шапки, каменные шапки Моаи. С виду Рано-Као выглядит очень живописно, причем вот не нужно куда-то лететь на самолете, чтобы это увидеть, нужно просто обойти кальдеру и подняться на соседнюю высокую точку. Внизу это скопление пресной воды. К нему, кстати, можно спуститься со стороны как раз Аронга, вот с этой части. Есть вот здесь вот есть тропинка туда. Можно попить даже водички. Это уникальное скопление пресной воды, где своя экосистема. Но об этом мы не будем говорить, это слишком просто, поэтому мы говорим об общей философии острова Пасхи. Туристы обычно доезжают до смотровой и оттуда гребнем кальдеры 500 метров пешком. То есть смотровая вот здесь, по-моему, и гребнем кальдеры они идут пешком вот сюда, в Аронга. Чекпоинт — это музей с билетершей посередине. Да, на пути ждет чекпоинт, которая бдит круговым обзором. Пройти два варианта. Войти в музей, прикинуться, осматривать и потихонечку сместиться ко входу. Или, не заходя в музей, левым краем перебраться через каменную оградку, от нее метров 10 до информационных стендов и начала тропы. То есть это вот как попасть в этот объект. Что мы можем увидеть в этом объекте? Вот такие вот обрывы. Они благоустроены когда-то были, то есть, видите, превращены в места для посещения. То есть здесь есть что-то, тропинки, какие-то строения сохранились и петроглифы, конечно. Ну и вид на Тихий океан. Внимание заслуживают ритуальные конструкции в виде низких круглых зданий в количестве 54 штуки. И, конечно же, петроглифы. Объект сильно пострадал из-за варварства. Многие расписные плиты из зданий исчезли бесследно, их выламывали. Аронга был восстановлен в 70-е 20 века. Вот как выглядели эти плиты. Есть фотография, как 1886 года, как эти плиты достают. А на плитах изображены птицы. Опять же, когда я вижу это, то я понимаю, что вот этот культ птиц, он здесь был неспроста. Птицы — это, скорее всего, имелось в виду души во тьме, которые вылупляются, из яиц вселяются, и мир зарождается. То есть это как-то связано с обрядом возрождения, вселения души. И, кстати, обратите внимание на головы этих птиц, они тоже похожи на яйцо. В этом есть какой-то, может быть, смысл, может быть, совпадение. Но мы дальше будем исследовать этот вопрос, и вы увидите, что здесь очень много смысла. Ежегодный ритуал поиска яйца черной крачки на острове Монтунуи наделял вождя рода особым полномочиями на год. Он, называемый, как и обряд, Тангата Ману, становился святым Тапу и оставался в церемониальном отшельничестве на год. Но идея отшельничества, то есть монашества, не нова. Эта форма религии практиковалась для получения откровений, что в христианстве благодати, что в буддизме просветления. По сути, церемониальное отшельничество на острове Пасхи есть вариант поиска откровения, то есть поиск лучших путей управления
обществом через уединение. Обряд Тангата Ману просуществовал до 1867 года. Это я вот наглядно показываю 300-метровые склоны кальдеры Рано-Као, по которым спускались отважные участники, и заветный островок Моту-Нуи. Вот здесь находится, собственно, Оронго. Далее. Обряд состоял из спуска по отвесным 300-метровым скалам в океан, затем включал в себя километр плавания на тростниковой лодке до Моту-Нуи, следом было ожидание яйца карачки и его поиск, на что могло уходить несколько дней, и возвращение. Участники срывались со скал, тонули в океане. Обряд Тангата Ману, видимо, переводится как наделение силой ману, был не так уж и прост. Вот сегодня мы можем увидеть один камень с такими петроглифами. Вот, дорога к Оронго сегодня, видно поселок. Как я уже писал чуть ранее, этот обряд наделения выдающейся политической и религиозной властью одного человека является хорошим примером построения демократического общества. До этого обряда островитяне воевали между собой. Тангата Мана, позволяющий верховному божеству Маки-Маки наделить силой ману одного избранника, решал год за годом все возникающие на острове споры. По сути, это парламент, где роль мнения избранных отвели высшим силам, которые наделяют с помощью найденного яйца птицы особым взглядом. То есть наделяют избранника видением картины мира с последующим верным принятием решений. А избранник, по сути, президент. Это петроглифы на Оронго, которые вы можете увидеть, и их художественная интерпретация. Это вот тоже везде птицы, и главное, что яйцо, опять же семя, яйцо. И для меня это уже не становится такой большой загадкой. Даже есть изображение лабиринта, но это как бы вот это лицо Маки-Маки. Да, интересно. Но почему именно яйцо? Есть очень интересная идея. Мне сразу вспомнилась курочка Ряба. Помните, Ряба снесла дуракам яйцо. Те поиздевались над ним, даже разбить хотели от дури. Я еще в детстве не мог понять, зачем они его разбить-то хотели, и тут дошло. Но мир разрушить непросто, а когда люди совсем образ потеряли, мышь это яйцо и разбила. Случился хаос, потоп. Священник косу отрезал, бабы ведра побросали. Тогда, чтобы мир не погиб, курица, у финно-угров утка, поселившаяся на острове, откладывает яйцо и тем рождает мир, снесла яйцо. Простое. О чем это? О золотом веке, который уже был. А яйцо это мир, Брахма, который был рожден из золотого яйца. Ну, то есть этот абзац я вам прочел вкратце, если о нем рассказать, что да, скорее всего, сказка «Курочка Ряба», она нам рассказывает о том, что случилось с миром, что был золотой век, вот, но что дуракам досталось яйцо, они начали его пытаться разбить, то есть понять его суть, вытащить из мира, вывернуть наизнанку, как говорится, да, ну, по сути то, что мы делаем сегодня. И тогда случился там потоп, катаклизм, который образумил людей, и людям повезло, что люди не погибли. Вот курица снесла новое яйцо, но уже простое. Далее, вот и подумайте, каким это образом яйцо, сказка про Рябу и легенда финно-угров говорят практически об одном и том же в разных частях света. И что это за остров такой, где утка яйцо снесла, где мир зародился? Кальдера напоминает формой гнездо гигантской птицы. Ну, то есть получается, что Рано-Као это у нас гнездо, а Рано-Рараку это сама птица. Помните, мы увидели символ птицы в контурах Рано-Рараку. Конечно, люди были далеко не глупые, понимали, что такой птицы не существует и не может существовать, и что вулкан не гнездо. Однако при этом они, видимо, настойчиво верили, что какая-то птица прилетела и зародилась жизнь. Отсюда и эти петроглифы. Глазастые камни петроглифов сегодня на фоне океана выглядят живописно. Кальдера Рано-Као, оказывается, считалась не менее священной, чем Рано-Рараку. Первые церемониальные строения появились здесь в 15 веке. Эти дома строились для вождей и священников и были расписаны изнутри. Что конкретно в них происходило, неизвестно. Но мне дома напомнили кельи затворников. Для жилья они не очень подходят. Низкие потолки, миниатюрные входы и отсутствие окон. А вот для ритуалов и созерцания божеств
как мы видим из фотографии выше, черных по белому фону птиц, вполне. Далее я вернулся на смотровую и с нее обошел кальдеру по кругу. На другом конце кальдеры вид потрясающий. Вот эти вот дома как раз мы видим, да, они абсолютно не приспособлены ни для какой жизни, но как кельи они вполне. Далее, если оттуда спускаться, вот двигаться по нашей карте, да, вот оно, Накау, и вот если сюда идти пешком, то мы как раз попадаем вот на полигональную кладку инков. Тут, пожалуй, самое интересное на острове. Всего 3 постамента. Остатки полигональной базальтовой кладки старее, чем другие 2. Это видно по качеству обработки поверхности блоков. Это общий вид, где находится эта кладка. Вот, собственно, она. Вот мы опять же при близком рассмотрении ее видим здесь в сравнении с туристической жизнедеятельностью. Вот здесь вот как раз я то, что называю сырная технология, когда кусочки вкладывают, подгоняют кусочком. Второе, сама кладка. Она вынуждает призадуматься над технологией строительства. Если взять сыр, резать его кубиками, а потом аккуратно складировать в соответствии с последовательностью резания, то и получится винапу. Меня поразило, что линии разрезанных блоков даже не прямые. Они параллельны друг другу и обе одинаково чуть изогнуты сверху. Это означает только одно: резали быстро и последовательно. То есть прорезали один и тут же второй раз по инерции, как это делают, когда рубят. Вот и получились 2 схожие линии. Ну вот мы видим, да, раз схожая линия, 2 схожие линии. Это удивительно, конечно. Потому что если бы я делал бы эти блоки в разные, эти стороны этого блока в разные временные промежутки, то эти бы линии не были так синхронны. А так они получились синхронны, потому что это действие машинально проводилось в один момент. Это вот, кстати, очень сильное наблюдение, которое, пожалуй, встречается, вот я потом был в Перу, но оно встречается вот здесь и еще в одном месте под Пуна. Это об этом я буду тоже в блоге своем писать. Соседний кубик сыра будет также похож на предыдущий. Повторяется автоматизм действия резчика. Что это был за метод нарезки? Вставка при близком рассмотрении. Платформа Винапу ориентирует нас на юг острова. Эта платформа ориентирована на зимнее солнцестояние, что, конечно же, не может быть случайным. Вполне вероятно, что именно с этой платформы и началось строительство именно аху для статуй по всему острову. Если это так, то тогда речь идет о временных промежутках империи инков. Ну вот с виду неприглядно все это выглядит. Вообще островок, я еще раз хочу сказать, если не понимать, что здесь творилось, вот, то он выглядит так себе. Интересно, что нигде больше на острове полигональной кладки не обнаружено. Бухта района полигональной кладки тоже широкая и вполне пригодная в качестве южного порта острова. Далее от Винапу я прошелся пешком по всему побережью. Ну, где-то там чуть-чуть подъехал, чтобы посмотреть все основные муаи. Здесь, на этой части побережья, как раз вы можете посмотреть и колею вот эту каменную, которая как в Турции, также петроглифы, петроглиф кита и множество статуй аху и опрокинутых муай, которые не восстановлены, то есть они лежат так, как они были обнаружены в 18 веке. На все про все ушло 8 часов весь день. Далее я пошел в Аху Тонгарики. Это самое живописное место, где вот эти вот 5-этажные размера статуи. Группа Муаи Тонгарики самая крупная, пожалуй, самая живописная на острове. Это место смотрится именно вечером, но закат нужно подлавливать. Опять же, пройти через забор без билета нелегко, пространство открытое, смотрит билетерша. Ну, вы можете почитать, как я там прошел без билета. Вот так вот выглядят эти Тонгарики, красивое местечко. Здесь большой поклон археологам и реставраторам еще совсем недавно. А именно в середине 19 века все статуи на острове лежали на земле.
тому же землетрясение в Вальдивии 1960-го вызвало цунами, которое опрокинуло статуи и некоторые разбило. Особенно это коснулось Тангарики. Восстанавливались большим трудом. Конечно, можно сказать, что все отреставрировано и неестественно, но по сути вопроса статуи благодаря усилиям государства оказались не мордами в земле, а на своем законном месте. И вот мы видим следы реставрации. Это вот эти вот, видите, подложен цемент и камушки. Но обратите внимание на большие пальцы статуи. Они что-то придерживают. Разумеется, чашу. Виден и пупок. Связь потустороннего с земным миром. Опять же, пупок – это пуп земли в славянской транскрипции. То есть вулкан. Понимаете? Вот он, этот пуп. А пуп связывается с гнездом, с яйцом, с рождением. Все это из одного флакона, как я так понимаю. Тут имеет смысл заметить, что почти все большие изваяния на острове, более 2 метров, лежат лицом вниз. И у большинства из них от падения голова откололась. Как это тогда, спрашивается, их до этого транспортировали так, чтобы ни одна статуя не пострадала и головы остались на месте? Как исключили ошибки опрокидывания, особенно высоких длинных статуй? Это вот я еще раз к той теме о транспортировке статуй. И здесь вот особенно видно, что длинные высокие статуи невозможно транспортировать. Но в связи с этим историки относят вот Рану Рараку к позднему культу, когда стали вырубать длинные высокие статуи, но транспортировать их не смогли, и поэтому их оставили там у Рана Рараку как отдельное святилище. Группа статуй Тангарики. Это визитная карточка острова Пасхи. Но удивило не это, а следы шпура и бурильной коронки на вделанной в постамент глыбе Аху Тангарики. Иду себе, обхожу статуи, и вдруг смотрю следы буров на камне, вделанном в постамент. Да, это интересный след, потому что если мы возьмем, смотрите, вот этот след, да, то мы увидим, что здесь как бы пробурили и ладно. А вот этот след, он запекшийся, затекший. То есть это очень странно, что лавой был затек или чем, непонятно. Может быть, это, конечно, и не след бурения, но и вот этот след тоже с обломанным керном внутри. Причем керн, похоже, он из другой породы. Ну, какая-то странная конструкция, но этот камень, он помещен сюда реставраторами. А вот что за бурение тут происходило, сами ли реставраторы это были или кто, непонятно. Вон видно даже следы бурения. Вот, а здесь тоже видны следы, и видно, что коронка обломилась или не добурили, или что они там сделали. Может, брали пробы какие-то, брали шпур оттуда, доставали, чтобы сделать исследование. Это, да, странное очень место. Видите, еще и второй раз пытались тут чего-то бурить. Так что всего на острове насчитывается, кстати, 255 аху-постаментов. Конечно, невозможно за неделю осмотреть все, но если мною обнаружены уже 2 следа, то найдутся и другие. Для скептиков, к примеру, посмотрите, как выглядел аэропорт на острове Пасхи в том же 1981 году. Доставка сюда гидроэлектрического оборудования, его транспортировка и эксплуатация – непростое дело и сегодня. Но это я к тому, как могли пробурить. Туда нужно было все подогнать, технику, гидравлику, подстанцию и совершить это бурение. То есть зачем это было делать, кто это сделал, да, не очень понятно. Следующая моя поездка, какой там день, это таинственные подземелья и древняя память Рапануи. Вот здесь я рассказываю, что я был вот в ботаническом саду, местный заниматься коноплей, а потом я отправился в пещеры. Самая одна из известных — это Анакакенга. Здесь паломничество туристов. Пещера выходит окнами на океан. Забавно, но по сравнению с уже виденным и осмысленным не более. А вот другие пещеры следом Анатепаху удивляют. Вот я прогулялся по этим пещерам, побродил по тоннелям.
Интересно, что здесь островитяне какое-то время жили именно в пещерах, потому что там есть какая-то пресная вода и можно спрятаться от непогоды. Но пещеры замечательные, там есть такие вот моменты, когда дерево прорастает из проломанной пещеры. Пещеры находятся вот в этой части, а отсюда можно пройти тропой, как раз подняться в Маунга-Титивака и с Маунга-Титивака выйти тропой на дорогу через эвкалиптовые леса. То есть весь маршрут займет где-то 2-3 часа. И как раз вот здесь вот находится тот самый ручей в скалах, родниковая вода, которую можно пить. После пещер стал подниматься вдоль побережья, уже известной мне по второму дню, дорогой, и с нее забрался на самую высокую точку острова Мангуа-Титивака, 511 метров. Вообще сюда поднимаются Саху-Акиви по трейлу, но я решил так, более диким способом, заодно дороги посмотреть. Старые. Что поразило, так это определенный цветок, который тут же вызвал бурю ощущений и воспоминаний. Еще раз повторю, воспоминаний. Есть тут растение типа примулы или пижмы, цветет своеобразно многоцветно. Внизу это даже кустарник, а здесь на высоте отдельные стебельки, раскиданные на расстоянии десятки метров. И вот я увидел один такой стебелек на фоне моря и степи, другой, третий. Этот стебелек в степи единственный такой в своем роде, его цветок ни желтый, ни красный. И алого в нем не так уж много, разве что чуть. И в голове завертелось: аленький цветочек, да боже ты мой. И понятно теперь, откуда эта сказка про монстра на далеком острове, что якобы этот монстр живет в одиночестве, чудо-юдо. Кто это, как думаете, могущественное, ужасное и магическое? То есть чудесное, отсюда и чудо, а в душе доброе, безопасное, а не статуя ли это Моаи, обладающая невидимым взглядом? Езжай, высадись на остров, найди цветочек, а то и поднимись на самую высокую точку, сорви его. И на тебя смотрят Моаи, провожают тебя взглядом Ману. Вот откуда эта сказка. Ну и далее, название цветка Лантана камара. Родом она из Южной Америки, но получила мировое распространение. Конечно, можно говорить, что в сказку оно попало много позже, как и птицы на остров, вот как и идея красной охры, да. Но почему тогда цветок связан с островом, да, в сказке. И тут я вспомнил и гуаву, как много ее здесь на острове. Ее сочные плоды, и картинка в голове сложилась. Гуава тоже напоминает, но что, везде она плодоносить начинает быстро. Похожа на яблоко и размером, и косточки внутри, только слаще и мягче, ароматнее. Кожица мягкая, мякоть ароматная, кости проглатываются без запинки. Еще и плодоносит непрерывно, чуть ли не круглый год. Голодным не останешься. Выражение райское яблоко, если чему и подходит, так это же ей. А вот этот цветочек как раз аленький. Но, к сожалению, фотографии у меня пропали. Я там, когда снимал на самой этой вершине на холме. Вот, но что поделать. Есть видео, я вам его сейчас покажу. Я на самой высокой точке острова Пасхи. Здесь такой цветочек растет. Есть еще другие этого же вида, но они не вместе растут, а очень раскиданы. Там метров 30-50 до другого, может 20. Вот я видел только второй такой цветок на краю этой земли. А теперь вспомните наши сказочки. Помните цветочек аленький? Он же аленький. Он же не алый. Он же желтизной и малиновый немножко. Он именно такой и есть. Интересно, правда? Вот такой вот вывод. Не буду срывать. В этом смысле мне и подумалось, что этот остров созвучен с раем. Идеальный климат, красота на каждом шагу, красная земля, символ предков. Не отсюда ли началось применение охры в обрядах древности, как память обращения к предкам? Вот она, красная земля. Применение охры древними культурами в погребениях на территории Евразии – это память о некой прародине, куда предок
душа уходит, откуда она возвращается. Предки, они же и краснокожие боги Египта. А курганы, не холмы ли это пупы земли, как вулканы на острове? Сколько тут таких пуповин? Десяток точно. И пуповина – слово, связанное с рождением жизни. Нить, связывающая нас с природой, нашим неким прошлым. И вот это прошлое, оно где-то здесь, на острове Пасхи. Сегодня на Анакене можно увидеть вот этот вот памятник, посвященный деторождению. Значит, и по сей день идея рождения пупы земли прочно вплетена в мифы. Да, на удивление, есть этот памятник, он из дерева, и видно, рождается ребенок, и он связан пуповиной. Вот, понимаете, стоит... Рядом стоит жрец, который принимает это рождение. Ну вот как вот эта вот статуя и вот эта идея вообще могла там оказаться? Вот скажите мне, это или кто-то типа меня туда приехал и это придумал, скульптор такой, и это озвучил в этой статуе? Или это древнее поверье, которое сохранилось и было вот реконструировано? И эти муаи. Та же курганная тема, то есть ставить каменную бабу на холме или на высоком месте в степи. О чем это? Да обратиться как к предку и прародине, где эти статуи стоят до сих пор. А муаи – это же и есть культ предков. Столько совпадений, не могут быть они случайны. Не место ли это Юдоль, где было инициировано человечество, где люди были рождены из пупа, и не просто пупка, а вышли из пупа земли? А что, неплохо так предоставить человеку остров и дальше посмотреть, как он выберется отсюда, как сохранит память на тысячелетия, забудет, напутает 100 раз, и все одно, вот однажды найдет дорогу обратно или сгинет, как еще один неудавшийся вид. Но попробуйте найди эту прародину человечества. Если и было что-то на острове, то без сомнения это в долине современного поселка Хангароа. Там широкая 5-километровая долина Юдоль. Здесь были непролазные джунгли и река. До сих пор место, где встречают закат Тахай, это культовое место. И это видно. Каждый вечер здесь собираются люди почтить солнце. Широкая в несколько сотен метров площадка. Было что-то вроде порта. Комаров, кстати, на острове тоже почти нет. Идеальные условия для людей. Вот она, эта площадка. Но это же порт, правильно, очень похоже. По сей день люди собираются по вечерам в Тахай. Что нас тянет на этот остров? Это родовая память, так называемая. И вот я поднялся и увидел весь остров как на ладони. На высоте 511 метров гора Посохов. Символично, как возвращение домой. На удивление, и я с такой палкой пришел. Да, я тоже эту палку принес туда. Поднялся с западной стороны, спуск на юг. Ниже тропа раздваивается, одна как раз на Аху-Акиве, другая прямо к трассе на Анакена. Через 300 метров заросший водоем в скалах с эвкалиптовым лесом. Еще метров 500 ниже грот и источник питьевой воды. Тот самый единственный на острове ручеек. Жаль, фотографии не сохранились того места, уникальный природный ландшафт, конечно, он не такой, ничего там необычного нет, то что вот эти вот холмы, эвкалиптовый лес и вот это вот озерко, источник, и в гротах источник пробил себе путь под землей, то есть он в таком как каньончике небольшом течет, это, конечно, своеобразно. Но, увы. И сегодня можно видеть, что Тахай всегда был местом собраний. Пояснительная табличка – одно из древнейших поселений ритуальных объектов на острове. Называется Ава-Ранга-Ука. Это вот как раз источник, где вот этот вот. Вот он источник, видно, вот эта вот ложбина, по ней он течет. Использовалась для контроля воды. Вниз простирается ландшафт, некогда бывший эвкалиптовым лесом. Эвкалиптовые леса тенистые, было где укрыться и от солнца, и от дождя, и до моря недалеко. Спустился на дорогу, опять пляж, купаюсь, птица пролетела, местная святыня Кена. Не видел ее еще. Сделала полукруг, посмотрела на нас, барахтающихся по волнам. Так медленно, показательно прошла. Обратно заглянул на петроглифы в Папауака. Опять весь день прошатался, так и не отдохнул. Тут я карту вам не показал. Это вот высокая эта точка. Я спустился вот сюда к трассе. Как раз вот здесь проходит этот ручеек.
и эвкалиптовые леса. Ну, я так понимаю, восстановленные леса. Ну и далее у меня идет общий вывод, что остров Пасхи — это прародина человечества. Это вывод, конечно, условный, не обязательно, что прям это остров Пасхи прародина, но обязательно, что какой-то из островов и культ, который сохранился на острове Пасхи, он был близок, исходит непосредственно неподалеку, отстоит от того самого древнего культа, который как раз является прародиной человечества. То есть, если это не Пасхи, то это Гавайи. Но на Гавайях я еще не был. Итак, пора подвести итоги. На острове Пасхи мы наблюдаем многие мотивы, встречающиеся в других частях света. Перечисляю их еще раз, теперь не в виде рассуждений, а списком. Уникальность острова. Он буквально затерян в Тихом океане, однако именно здесь было развернуто масштабное строительство, в котором отсутствует что-либо напоминающее жилые постройки. Можно сказать, что на 99% строительство имело религиозную причину. Около 1100 статуй, 255 платформ для них аху, статуи рассредоточены по контуру острова, как вокруг некоего центра Земли или мира. Допустим, дополним мысль, религиозного центра может быть и всей планеты. Поэтому я и делаю именно этот вывод. Отсутствие чего-либо подобного у строителей полинезийцев в самой Полинезии. То есть изготовление статуй, религиозная основа, культ зародились здесь, на острове Пасхи. Или где-то неподалеку. Выяснять что-либо у сегодняшних островитян крайне затруднительно, потому что население было сокращено с 15 тысяч до 111 человек к 1877 году. Рабство существовало здесь до середины 20 века. Хочется повториться, отсутствие не только жилых объектов, но и зданий технического назначения, таких как жилые кварталы, крепости, производственные, что еще раз подчеркивает именно религиозную сакральную основу строительства на острове, а не техническую, отвечающую нуждам. Или о том, что наследники уже не могли или не хотели строить не сакральные сооружения, то есть потеряли навыки. Четвертое. Древность культа. Из-за настойчивой идеи сохранить некую родовую память, поддержать ее с помощью изготовления муаи в течение длительного времени, и из-за взаимопроникновения культур, инкская кладка, растения из других регионов планеты, письменность, символы из индийских текстов, дольмены. Пятое. Культ этот культ предков. Я уже разбирал, почему так сложилось именно на острове. Жители острова сами так и считали, что муаи – это обожествленные предки. Теперь намеки на остров Пасхи и культ предков из других частей света. Курганы европейской части, например, или скифские – это пупы земли, намек на остров в океане и происхождение предков именно оттуда. Древняя память. Курган формой похож на такой пуп-остров, что перекликается с пупком, из которого, то есть из вулканов, появилась жизнь. Теперь становится понятно, почему некоторые курганы сооружались так, чтобы со временем они проваливались. То есть клался сруб, его покрывали крыши, сверху земля, сруб подпиливали, покрытие сгнивало, курган проваливался, сруб осыпался и появлялся пуп, символ нового рождения. Душа выходила на волю и перевоплощалась. Каменные изваяния на курганах или половецкие бабы часто высекались со сложенными у живота руками, как и у статуи острова Пасхи, и с чашей и без. Почему так? Потому что чаша – это лона, юдоль, место происхождения, прародина. Сказка о маленьком цветочке, там как раз звучит слово чудо-юда, то есть это чудо из юдоли. О символике сложенных таким способом рук рассуждений много, но однозначно, что они подчеркивают лона, потому и держат чашу мира, то есть планеты. Чудо из юдоли – это статуя с острова Пасхи, пупа земли. Обратите внимание на большие пальцы статуи, они что-то придерживают. Разумеется, чашу, виден и пупок, связь потустороннего с земным миром в цикле перерождений. Далее, красная охра. Именно ею часто пользовались
сопровождались погребения степных культур. Охру использовали в курганах, наносили на тело усопших. Охру изобилуют катакомбные красные и ямные погребения. Почему? Цвет крови? Но кровь — это же наоборот движение жизни. Огня, опять же, огонь — это просто костер, который всегда можно развести, не обязательно приносить для почитания огня охру за сотни километров. А древние порой доставляли охру издалека именно специально для целей погребений. Почему? Чтобы напомнить, что это стены чертоги Дома Солнца. Это вероятно, конечно, ведь Солнце касается предметов человеческой кожи, но больше притянуто за уши, чем кажется правдой. А если посмотреть на дороги вулканического острова, то становится очевидно, откуда появилась традиция красной охры. На острове часто встречается красный цвет пород. Красная земля — не отсюда ли началось применение охры в обрядах древности? Как память, опять же, обращение к предкам. Но если так, то появляется цифра 4-3 тысячелетия до нашей эры. Ведь именно в неолите началось применение красной охры. То есть получается идея красной охры с острова Пасхи по крайней мере 5000 лет. Здесь я привожу фотографию петроглифов на острове, изображены лодки, кит, но это более уже отвлеченная тема. Это я как бы сопровождаю материал фотографиями. И раз уж мы полезли в древность, то более всего из этих эпох меня трогает два вопроса. Первый, что было до эпохи пирамид? Когнитивные функции, то есть, когда люди научились организовываться и начали подчинять себе природу, говорить, появились 50 тысяч лет назад. Грандиозные сооружения, такие как Göbekli Tepe или те же пирамиды, не далее, чем 15 тысяч лет назад. А что было в промежутке? Какие эпохи? Чем сопровождались? Где следы? Должно было остаться что-то наподобие тех же пирамид, однако сплошной пробел в 35 тысяч лет. Такого просто не могло случиться. Так в чем же дело? И я нашел ответ. Обязательно отдельно напишу об этом. Шестое. Мифы, сказки, упоминания. Аленького цветка и чудовища. На острове Пасхи есть и такой цветок, и чудовище статуи. Опять же, чудо Юда из сказки созвучно со словом юдоль. Потому оно и чудо, что вырезанные и перемещенные статуи смотрятся грандиозно, то есть чудесно. А юдоль — это с прародины. Райского яблока, прообразом которого послужила гуава, хотя считается, что была завезена и с домашними животными. Золотого яйца курицы рябы, яйцо брахмы, опять же, остров. И птицы, рождающие жизнь на острове. Утки у северных народов, откладывающие яйцо на острове. Почему остров — это яйцо? Потому что остров повторяет наземные контуры под водой, чем напоминает как раз яйцо. Желток, естественно, это вулканическая активность, магма. Мало того, яйцо — древний символ. Скорлупа — это земная поверхность, белок — воды Мирового океана, желток — магма или внутреннее солнце. Остров Пасхи, как яйцо, и в самом деле уникален. Он один такой удаленный на планете, который как будто и в самом деле повис в пространстве между небом и землей. Вот почему этот остров посчитали святым и стали вести происхождение отсюда, как с первой зародившейся земли. Но однако, если мы думаем так, то древние обязаны были тогда смотреть на планету сверху, из космоса. Тогда они могли увидеть этот остров и правда окруженным мировыми водами океана и посчитать его за прародину. Иначе они никак не могли сделать этот вывод. Седьмое. Идея полета, попадания на остров, ассоциированная с птицами и культом предков в Раннер-Араку. О птицах напишу отдельный пост. Следы высокотехнологичных инструментов, бура и пилы. Намеки на Моаи острова Пасхи можно и дальше находить по всему миру. Например, слово Моаи в Японии — это группа друзей на всю жизнь, социальная группа, которая формируется для оказания различной поддержки со стороны финансовой, медицинской или духовной. У жителей Окинавы группа Моаи — это традиция. В японское слово Моаи входит значение глаз.
Что мы увидим на этом примере? Что Муаи – это группа объектов, что старая форма существования, и что глаз, как у статуи острова Пасхи, зрение которых источает энергию маны. 10. Странные совпадения. Шапки статуи Муаи совпадают с такими же шапками божеств во многих культурах мира. Это Египет, Тиуанако, Сан-Ангустин в Колумбии. На парочке шапок острова Пасхи можно наблюдать технологию вырезанных ниш, какие повсеместно, к примеру, в Саксуамане, Перу. Также здесь, на острове, есть колея, след телеги. Подобные странные полосы напоминают Абшеронскую каменную колею, Мисрах, Гар-ил-Кбир на Мальте и другие, подобные им, например, в Турции. Выемки на шапках Муаи. Если даже хотя бы предположить, что эти выемки идентичны таковым уже в других частях света, то это уже сходу заявить, что люди посещали остров Пасхи периодически многократно. Вот они, эти шапки с выемками. Ну вот это колея. Итак, что же мы видим? Разговор идет о происхождении человечества. Налицо связь пуп Земли, рождение из пупка, курган как напоминание об острове в океане, чаша юдоль у статуй лона, где зародилось человечество из пупа. То есть половецкие бабы – это не символ власти кочевников над степью, а напоминание о зарождении жизни где-то на краю мира. Поэтому половецкие бабы и ставились на курганах или на местах высоких. Но где это место и о чем это напоминание? Очень похоже на остров Пасхи или Гавайи. Птица вулкана Ранурараку и ее гнездо вулкана Ранакао связываются с почитанием птиц и тем, что некогда на острове существовали гигантские колонии их. Колонии птиц связываются с идеями реинкарнации, уходу душ и их возвращению из некой прародины. Значит, кто-то увидел эти колонии и решил, что остров Пасхи – прародина, где временно обитают души умерших в ожидании новых воплощений. Или наоборот, увидел вулкан гнездо, вулкан птицу и решил, что мир зародился отсюда. И религия начала распространяться по всему миру. Во всем этом смысле мне и подумалось, как этот остров созвучен с раем. Идеальный климат, красота на каждом шагу. Комаров, кстати, на острове тоже почти нет. Хорошие условия. Уникальное скопление пресной воды на затерянном среди соленых вод острове. Если и был такой рай, то в долине современного поселка Хангароа. Хочется повторить уже сказанное в предыдущем посте. Там широкая 5-километровая долина Юдоль. Когда-то здесь были непролазные джунгли и река. До сих пор место, где встречают закат, Тахай, это культовое место, и это видно. Каждый вечер здесь собираются люди почтить солнце. Широкая, в несколько сотен метров творческая площадка. Было что-то вроде порта. Красная дорога ведет сюда до сих пор. Дорога предков, так скажем. Похоже, эта дорога на Тахай одна из древнейших на острове. Она красная, как цвет прародины, куда древние отправляли умерших, выкрашивая тех и сами погребения красной охрой. Еще раз, прекрасно видно, что Тахай всегда был особенным местом на острове. Это широкое выровненное пространство, освобожденное от камней, порт, место встречи, место расселения. Ну и все, дальше я уехал с острова. Какие у нас общие из этого выводы, я вот их озвучил. Я надеюсь, эта лекция была интересна. Буду и дальше продолжать эту тему о культе предков, рассказывать вам свои впечатления, чтобы вы не ломали глаза, не читали, в блоге не ковырялись, а слушали где-нибудь, как вам и где это было удобно. Так что всем большое спасибо. С вами был Дмитрий Арбузов. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. Будем и дальше исследовать вехи предыдущей эпохи, находить новые ответы.